Друзья, привет! Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Приготовим очень вкусный, такой простой в исполнении, но вместе с тем изысканный сливочный торт с вишней, который буквально тает во рту. Он получается очень нежный и очень вкусный. Готовится, как всегда, просто. В описании под видео указано количество ингредиентов. Друзья, подписывайтесь на мой канал, найдете много вкусных и простых рецептов. Итак, в кастрюлю я высыпаю вишню, это у меня свежая, без косточки. Насыпаю сюда сахар, ставлю на плиту и, помешивая, довожу до растворения сахара на небольшом огне. Кукурузный крахмал смешиваю с вишневым соком, он у меня остался от вишни. Если у вас нет вишневого сока, то можно размешать просто в воде. Перемешиваю до растворения комочков и вливаю вишню. И теперь, помешивая на небольшом огне, довожу до загустения. Вишню перекладываю в миску, накрываю пищевой пленкой в контакт и полностью ее нужно остудить. Приготовлю крем. В миске у меня творог, очень вкусный, жирный. К нему я добавляю жирную сметану 20%, сахар, ванильный сахар. И все это погружным блендером взбиваю. Получается такой творожно-сметанный, очень вкусный крем. Вот такой он воздушный. Я его ставлю пока в холодильник. А теперь буду готовить бисквит. В чашу миксера вбиваю яйца, добавляю немного соли, сахар и ванильный сахар. И взбиваю около 10 минут до пышной светлой массы. Затем муку смешиваю с разрыхлителем и просеиваю во взбитые яйца. Аккуратно венчиком снизу вверх перемешиваю. Получается очень воздушное бисквитное тесто, которое сразу же нужно выпекать, оно ждать не любит. Подготовлю форму. Я ее застилаю пергаментом, выливаю сюда сразу все тесто. Духовка к этому времени должна быть разогрета на 180 градусов. Ставим бисквитное тесто в горячую духовку на 30 минут. Вот такой пышный, высокий бисквит получается. Я его достаю из формы, удаляю пергамент и оставляю остывать на решетке. Когда бисквит полностью остыл, его нужно разрезать на 3 части. Это удобно делать большим ножом. Бисквит хорошо очень режется. Очень пористый, воздушный получается. Собирать торт буду в той же форме, в которой выпекала. Пока устилаю пергаментом, делаю так, чтобы они были повыше, но сразу скажу, что если есть у вас ацетатная пленка, то лучше используйте ее. У меня за неимением я бортики сделала из пергамента. Выкладываю первый корж и затем, посмотрите, как уже вишня хорошо у меня загустела, я ее делю на 2 части и одну часть выкладываю на первый корж. Распределяю ровным слоем. Крем для удобства перекладываю в кондитерский мешок. Его нужно примерно разделить на 3 части. И отсаживаю при помощи мешка на вишню. Аккуратно распределяю лопаткой. И накрываю вторым коржом. Выкладываю оставшуюся вторую часть вишни и снова распределяю. Бисквит не сухой, он получается очень пропитанный, и в дополнительной пропитке он не нуждается. Снова отсаживаю крем, распределяю лопаткой. И накрываю оставшимся третьим бисквитом. Я для того, чтобы верх торта был ровный, оставила низ бисквита для верха торта. Покрываю оставшейся третьей частью крема и аккуратно выравниваю лопаткой. Ставлю торт в холодильник на 2-3 часа.
Затем для украшения нам снова понадобится вишня, свежая, без косточек. Я ее заливаю водой, ставлю на плиту и довожу до кипения. Откидываю вишню на сито и растворяю в кипятке пачку желе с вишневым вкусом. Возвращаю сюда вишню и полностью остужаю. Достаю торт из холодильника и покрываю уже остывшим желе с вишней. Хочу обратить ваше внимание, что если бы торт я собирала в ацетатной пленке, то желе не протекло бы вниз торта и было бы красивым таким желейным слоем. Но так как вот у меня получилось не совсем так, как я задумала, то немного желе стекло, но ничего страшного. Торт я поставила в холодильник и примерно через час его уже можно разрезать. Он очень нежный, очень сочный, очень мягкий. Получается он довольно такой эффектный, красивый. Подать его можно не только к домашнему чаепитию, но и к приходу гостей. На вкус торт просто потрясающий, несмотря на его простоту исполнения, на довольно доступные ингредиенты. Вишня сейчас тоже в самом разгаре, друзья, так что обязательно выпекайте, побалуйте себя и своих близких. Очень надеюсь, что рецепт вам понравился. Жду ваших отзывов в комментариях. Смотрите другие мои видео и подписывайтесь на канал. Всем мира и добра!